От матрицы до больших данных. Многие слышали про матрицы. Кто-то проходил их в университете, но о практическом применении их в обычной жизни нам мало кто рассказывал. Сейчас мы расскажем, как благодаря перемножению матриц можно найти интересный фильм или сериал. Допустим, мы хотим найти фильм на вечер. Можно посмотреть новости кинопроката, спросить у друзей, а можно привлечь то, о чем все сейчас говорят. Большие данные, машинное обучение, а конкретнее рекомендательные системы. Рекомендательные системы могут определить, какие фильмы нам будут интересны. Для этого они анализируют других пользователей, которые похожи на нас по нескольким признакам. Ведь если пользователям нравилось то же, что и нам в прошлом, то высока вероятность, что их интересы в кино совпадут с нашими. Допустим, у нас есть 3 человека: Вася, Петя и Маша. И 3 фильма. Запишем это в виде таблицы. Одна строка соответствует одному пользователю, один столбец – одному фильму. На пересечении пользователя и фильма запишем единицу, если фильм пользователю понравился, и 0, если не понравился. Понятно, что заполнены будут далеко не все клетки матрицы. Мы работаем с фильмами и людьми. Это довольно сложные объекты, и не очень понятно, как их сравнивать. Чтобы сделать все проще, давайте договоримся, что и людей, и фильмы мы будем представлять векторами на плоскости. Если пользователю нравится фильм, то их векторы будут смотреть примерно в одну сторону. А если не нравится, то векторы будут перпендикулярны. Начнем с Пети и нарисуем для него произвольный вектор. Пете нравится фильм 3. Его вектор нарисуем с близким направлением. А вот фильм 2 Пете не понравился. Его вектор будет перпендикулярен. Продолжая рассуждать так же, получим векторы всех фильмов и всех пользователей. Сейчас мы получили их сами, но позже мы расскажем, как найти их автоматически с помощью компьютера. Теперь посмотрим, что получилось. Если 2 пользователям нравились одни и те же фильмы, то и новые фильмы им будут нравиться или не нравиться одновременно. То есть можно надеяться, что интересы Маши и Васи будут совпадать. Так при чем здесь матрица? Таблица с оценками фильмов – это матрица размера 3 на 3. Запишем векторы пользователей и фильмов тоже в виде матриц. Одна строка в матрице пользователей – это координаты вектора одного из пользователей. Например, у Васи были координаты 1 и 2, поэтому в первой строке записаны числа 1 и 2. Один столбец в матрице фильмов – это координаты вектора одного из фильмов. Например, у первого фильма координаты 1, 1, поэтому в первом столбце записаны числа 1 и 1. У нас есть 2 матрицы. Одна размера 3 на 2, другая размера 2 на 3. Как известно из высшей математики, их произведение будет иметь размер 3 на 3. Вспомним, как умножать матрицы. Чтобы получить число из первой строки и первого столбца, нужно взять первую строку первой матрицы и первый столбец второй матрицы, умножить покоординатно и сложить. Чтобы получить число из первой строки и второго столбца, нужно проделать то же самое для первой строки первой матрицы и второго столбца второй матрицы, и так далее. После перемножения мы получили матрицу, в которой каждая строка соответствует пользователю, каждый столбец – фильму, а на пересечении стоит сумма произведений координат. Какой смысл у этой суммы произведений? Если вспомнить геометрию, то окажется, что, например, на пересечении строки Васи и первого фильма стоит скалярное произведение векторов Васи и этого фильма. А скалярное произведение равно нулю, если векторы перпендикулярны, как у Пети и второго фильма, и тем больше, чем сильнее они сонаправлены, как у Васи и первого фильма. Давайте вспомним, что в нашей таблице оценок, а это матрица 3 на 3, как раз был записан 0, если пользователю фильм не понравился, и единица, если понравился. Получается, если мы хотим найти векторы для пользователей и фильмов, нам надо просто найти 2 матрицы, произведения которых как можно ближе к матрице с оценками. Найти эти матрицы можно методом градиентного спуска, о котором мы расскажем в следующих роликах.
Мы будем искать такие матрицы, чтобы при их перемножении как можно лучше приближались известные нам оценки. Можно было бы перебрать все возможные матрицы и выбрать наиболее подходящие, но градиентный спуск позволяет найти решение гораздо быстрее. А дальше, чтобы предсказать, понравится ли пользователю фильм, мы просто перемножим эти матрицы и посмотрим, насколько большим получилось число в соответствующей клетке. Как мы увидели, для предсказания интересов людей к фильмам не нужно делать ничего сверхъестественного. Достаточно собрать данные, записать все известные нам оценки фильмов в матрицу и разложить эту матрицу на два множителя. Сейчас мы имели дело с двумя матрицами. Если мы пустим в ход и другие критерии, такие как сценарий, режиссер, актерский состав, продолжительность сериала и цвет одежды героя, то можем подобрать такие свойства, при которых сериал максимально заинтересует пользователей. Крупные кинокомпании так и поступают. Выделяют самые важные критерии, которые привели к успеху, и используют их при создании фильмов и сериалов. Похожий подход применяется во многих рекомендательных системах, с которыми мы сталкиваемся, когда слушаем музыку, делаем покупки в интернет-магазине или листаем ленту в социальной сети. Вот так вот, с матрицей, которую многие из нас не любили и не понимали, мы сталкиваемся ежедневно. Никогда не поздно и не рано начать учиться и узнавать что-то новое.